Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такой шарф брюкским кружевом из остатков ниток. Вяжется он очень легко. Значит, можно вязать разным количеством столбиков с одним накидом. Вот здесь у меня 3, 1, 2, 3, а здесь 4, 1, 2, 3, 4, и здесь 4. Здесь опять 4, а здесь 3. Вот, цвета можно выбирать те, которые у вас остатки ниток есть. Бахрому можно оформить вот таким образом. На бусины надеть. Можно просто их связать. Значит, количество столбиков с одним накидом вы будете варьировать сами, как у вас получится. Но в любом случае всегда возьмите нити, которыми вы будете вязать обрезки, если у вас есть. Свяжите их вместе и постирайте. И посмотрите, линяют ли они друг на друга, чтобы потом вам не испортить вещь. Ну а так на осень, на весну очень даже веселенький, жизнерадостный шарф получится. Итак, начинаем. Итак, делаем петлю, не затягиваем ее. Вот у нас получилось 2 петли. Вот 1, 2. Набираем еще 2. Это будут петли для столбиков с одним накидом. И 5 воздушных петель для арки. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю по счету 1, 2, 3, 4, 5, 6 вяжем столбик с одним накидом. Один, два, три, и 4. Вот теперь эту петельку можно затянуть. И у нас нет никакого выступа, никакого бугорка. У нас ровно идет крайний столбик с одним накидом. Вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание и вяжем столбик с одним накидом не под петлю, а вот здесь есть еще петля чуть правее. Вот сюда вводим крючок и вывязываем. И тогда у нас столбики будут четко над столбиками. Не в эту петлю между столбиками получится, а вот чуть правее, там еще петелька есть. Три. И 4. И опять вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание. Брюкское кружево, тем более простая лента, оно очень легко вяжется. Два.
3 и 4. Итак, мы должны вязать то количество, которое вам необходимо длина шарфа. 2, 3, 4, 5. Вот какую длину шарфа вы выбрали, такую длину тесьмы и вяжите. Один, два, три, 4, 5. Повернули вязание и опять вяжем. Вот здесь петелька есть, в нее вводим крючок. Вот не под эту петлю, а вот здесь вот еще есть одна маленькая. Вот в нее. 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем на всю длину шарфа. Значит, что хочу сказать сразу. Обязательно пометьте маркером начало вязания. Если вы будете вязать сначала в одну сторону, прикреплять в другую, то у вас направление столбиков изменится. И кто-нибудь может на это обратить внимание. Итак, вяжем на всю длину шарфа эту тесьму. Теперь мы начинаем вязать нитью желтого цвета. И здесь у меня будет 6 столбиков с одним накидом. Значит, делаем петлю, не затягиваем и будем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это петли для столбиков. Затем у нас должна идти арка из 5 воздушных петель. Но поскольку мы ее будем сейчас соединять, вот у нас арка из 5 воздушных петель, значит, мы провязываем только 2 петли. И теперь мы должны соединить с аркой. Это у нас будет 3-я воздушная петля арки желтой нити. Вывязываем 2 воздушные петли еще. И вяжем 3-ю петлю, столбик с одним накидом. Вот когда вы будете соединять, будьте внимательны, не перекрутите второй цвет, вот этот желтый. И вывязываем уже 6 столбиков с одним накидом. Ну, а вы будете вязать, как вы уже сделаете расчеты, как вам понравится. 3, 4, 5, 6. Вот такое расположение у нас должно быть. Теперь вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание.
И вяжем столбик с одним накидом, столбик с одним накидом предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 2 воздушные петли, а третьей средней петлей будем делать соединение. Еще 2 воздушные петли, поворачиваемся. И вяжем опять столбики с одним накидом. Значит, еще раз повторюсь, не под эту петлю, под нее, конечно, легче вводить крючок, но получится у вас столбик тогда, вот этот столбик будет между двумя предыдущими, поэтому немножко правее. Вот, и так мы должны вязать полоску точно такой же длины, как и первую. Только уже здесь у нас 4 столбика, 1, 2, 3, 4, а здесь у нас 6 их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, вяжем дальше. Ну вот, провязала я некоторое количество рядов. Здесь у нас по 4 столбика. Здесь уже по 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь 4. 1, 2, 3, 4. И теперь мы должны перейти к нити зеленого цвета, к центральной. Значит, вязать мы должны, как и во всех рядах, с одной стороны. Начало у нас должно идти, чтобы столбики смотрели в одну сторону. Делаем петлю, не затягиваем и будем считать, что это 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И набираем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И в 4-ю петлю вывязываем, 4-я по счету или 3-я от крючка, вывязываем столбик с одним накидом. Это у нас получится 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7,
и 8. 8 столбиков с одним накидом. Значит, обязательно, когда другим цветом вяжете тесьму, смотрите, как оно у вас будет ложиться. Вот у нас столбик, а потом арка в следующем ряду. Вот мы провязали столбик. Значит, теперь мы должны вязать арку. Вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. Соединяем. И вывязываем еще 2 воздушные петли. Теперь мы вяжем опять столбики с одним накидом. Вот когда соединяете, будьте внимательны, чтобы у вас полоски в самом начале не перекрутились. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И 8 в петли подъема, которые нам заменили столбик с одним накидом. 8. Так, вот так у нас будет лежать. Теперь набираем 5 воздушных петель арки. 1, 2, 3, 4, 5. Повернули вязание. И вяжем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять 2 воздушные петли и соединяем с аркой желтого цвета соединительной петлей. Опять 2 воздушные, поворачиваем вязание и вяжем опять столбики с одним накидом. Это будет у нас уже 1, 2, 3, 4. Это будет 5. 6. 7. 8. Вот, это мы вяжем из 8 столбиков с одним накидом. 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь у нас 4, 1, 2, 3, 4. После зеленого мы опять вяжем желтый цвет сюда. Из 6 столбиков с одним накидом. Потом мы вяжем, а после желтого опять оранжевый из 4 столбиков с одним накидом. И так получается у нас шарф. А вот на этом образце я вам покажу, как я делала бахрому. Кстати, вот обязательно ставьте маркер, откуда вы начинаете вязание. Вот маркер обязательно, чтобы у вас не было один ряд сюда шел, а другой оттуда. Так, теперь по поводу бахромы. Значит, вот здесь я ее уже прикрепила. Значит, вы крепите, как вам удобно, как вы сможете их связать. Я крепила в каждый цвет по 2. Ну, здесь, наверное, будет через одну можно крепить. Одну сюда, одну сюда. Ну, в общем, смотрите, как там вам удобно. Нити. Значит, нити крепила я следующим образом. Наверное, все так крепят, так что это не в новинку. Значит, длина нити у меня вот длина нити где-то 65 сантиметров. Вот 65. Вот 65 сантиметров. И вторая 65. Ну, у вас в зависимости от того, какие нитки будут, вы уже там... Так, сворачиваем пополам. Вводим крючок между столбиками. И завязываем узлом. Так, это мы соединили. Теперь я завязываю по-своему, вы там как хотите. Половину нити, вот, беру от одной, половину от другой. И завязываю пионерским узлом. То есть, как раньше пионерские галстуки в Советском Союзе завязывали. Сверху накладываем нить, протягиваем. И потом этой нитью обвиваем нижнюю. Вот сюда, вот так. Следующие 2 нитки беру. И 2 отсюда. Накладываю сверху. Вот сверху накладываю. Потом верхнюю нить между нитями. Делаю петлю. И в эту петлю протаскиваю нить. Узлы старайтесь сделать на одном уровне, чтобы на одном уровне они все шли. Теперь берем от этого же узла другую нить, другую часть нити. И от этого узла 2 нити. По крайней мере, у меня 2 нити, у вас может быть другое количество. Одну накладываем на другую. Вытаскиваем в петлю.
делаем петлю и сюда вводим нить и затягиваем. Сначала сильно не затягивайте, чтобы можно было скорректировать, где у вас будут узелки находиться. Ну, вот опять эту сверху желтую. Потом делаем петлю и в петлю протягиваем желтую нитку. А затем связываем нить предыдущую. И получается сеткой. А эту нить связываем с этой. Близлежащие связываем. Ну, а вы вяжите узлами, какие вам нравятся, если вы захотите узлами. Вот, а эту с этой связываем. Накладываем сверху, протягиваем. Этой же нитью делаем петлю и протягиваем в отверстие. И теперь уже начальную связываем вот на этом уровне. Потом узелки подтянете. Вот такое соединение будет. Выровняете узлы, подтянете. И будет у вас бахрома. Теперь по поводу бусин. С бусинами немножко по-другому. Вот я специально оставила оранжевый цвет. Значит, берем у меня 2 нитки. Берем 2 нитки, складываем пополам. Точно так же завязываем узел. Можно завязывать, а можно и нет. Так, завязали. И теперь берем лак для ногтей, любой, который вам не нужен, и намазываем концы. Сейчас я объясню, для чего. И промазывайте их хорошенечко. Вот. Один. И повесьте его, чтобы он сушился на весу. Этот конец нити. Это для того, чтобы, когда мы будем в бусину продевать нитки, нитки будут махриться, и будет тяжело их протащить. Поэтому мы покроем лаком. У кого есть клей, можно клеем.
Много намазывать не нужно, в смысле большой участок намазывать не нужно. И дадим немного подсохнуть этим кончиком. После того, как лак немного подсох, не до конца его высушиваете, кончики закрутите. Затем берем бусины. В бусину вставляем ниткопродергиватель. Вот у него есть проволочка здесь. Вставляем в бусину. И можно сразу две нитки протянуть. Вот они входят сюда очень хорошо. И протягиваем. У нитковдевателя держите проволочку, чтобы она не выскочила из него, не сломалась. И протянули две нитки. Затем вот так делаете на палец, чтобы у вас нитковдеватель не прошел в нитки, а прошел именно свободно. И вставляете другие хвосты ниток. И тоже протягиваете. Теперь бусину подтягиваем кверху. Если у вас получается так, что бусина свободно гуляет по нитке, то есть туда-сюда, вы можете сделать так. Берете половину или одну нитку, обматываете вокруг. И протягиваете в петлю. И закрепляете. Все, бусина у вас никуда не денется. Теперь берете другую бусину. Здесь определяете, какая у вас свободная нить или нити. Разделяете. И точно так же вводите нитковдеватель. Вот эти я лаком не покрывала. Их вставлять более сложно. Они расщепляются. Вот одна вделась. Вторая. И придерживая за металлический хвостик, вытягиваем. Эти опять натягиваем. И свободно вставляем нити другого цвета. Кстати, чтобы еще лучше было вставлять, можно немножко наискосок срезать под углом. И опять протаскиваем, держа за металлический хвостик. Подтягиваем бусину на уровень других. Вот, распрямляем.
И так вяжем, плетем дальше. И теперь соединяем следующие две тоже бусинами. И вот такое плетение у вас получится. Затем, когда вы доплетете до конца, соедините эти на уровне, вот сюда бусину вставите. Крайние, самые последние, эти уже никуда не денутся. Но можно их зафиксировать. Самые крайние, чтобы не потерялись, если вы боитесь, что они потеряются, тоже можете взять пару ниток и завязать узел вокруг них. Но это вы делаете только после того, как выровняете все ячейки, вот эти. И все, и бусина уже никуда не денется. Она уже не соскочит. Вот можно одну ниточку взять и вокруг обвязать. И все. И бусина на месте. Ну вот, вроде и все. А вязать из брюкского кружева шарф можно в любой интерпретации, в любом количестве столбиков с одним накидом. То есть можно варьировать по количеству столбиков разного цвета. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.